привет, у нас сегодня необычный обзор. Хотя, наверное, обычный обзор компьютера у нас был уже и не раз моего. Сегодня обзор моего нового компьютера, который собрали в ManMade. Посмотрим саму студию ManMade, посмотрим их работы, ну и, собственно, посмотрим мой компьютер. Я надеюсь, вам это будет интересно так же, как и мне. Я не делаю это видео как рекламу, как это делают, не знаю, там, дневники Хача, там, им собирают компьютер, чтобы они просто прорекламировали их контору. 10 ядер и 20 потоков. Я не знаю, что это значит, я вам просто зачитываю. Комп мне нужен для работы, и в игрушки я люблю поиграть. Ну и если вы смотрели мое предыдущее видео, мою компьютерную историю, я уверен, вы знаете, как я отношусь к компьютерам. А если не смотрели, посмотрите, ссылка будет в описании. Давайте зайдем внутрь, посмотрим, что там интересного, позадаем вопросы. Нас там уже ждет Юра. Вот он. Привет всем, привет, Саша. Так, нас сразу что встречает, сразу можно курить айкос. Мелочь, а приятно, я курю, мне будет здесь комфортно, я уверен. Очень красивая подсветка, ребята работают. Всем привет, но они нас не слышат, они в наушниках. Тут что-то интересненькое сразу на входе. Оп, JBL. Это 200-я, Это поменьше, да, самая первая, которая у них из здоровых вышла. И вот как она вышла, мы купили. Какие-то подарочные упаковки, это подарки какие-то? Да, это подарки партнерам и друзьям на Новый год, и мы потом тебе покажем обязательно и презентуем тоже такой. Здесь демонстрационный вариант сборки, я так понимаю, это кастомная, да, вы собирали? Да. И тут вот интересно сразу экранчик. И, видимо, это винда, да? Да, это винда, это дополнительный экранчик компьютера, который сейчас отображает его загруженность и температуру и частоту процессора. Очень в реальном интересное времени. решение. Зачем придумывать индикаторы, если можно их вывести просто на вот такой вот мини-экран? Ну и, соответственно, в винде он понимает, что к нему подключен второй это монитор. полноценный монитор. Можно на него расширить картинку или сделать его отдельным монитором. Юрика, это что такое? Это вроде бы корпус, но на самом деле, наверное, это водяная пластина производства Barrow CH 85 из 100, их всего было выпущено 100. По факту это демо-стенд или открытый корпус для тех, кому нравится Пыль. И вот такие непонятные решения. Красивые. Мы его делали под релиз нового эпизода «Звездных войн» 9. Стильненько, прям под релиз сделали. Это символизирует перекрещенные мечи световые. Вы неравнодушны к «Звездным войнам», Да, я много заметил. к чему. Я неравнодушен очень сильно. Да? Сильнее, чем многие думают. Круто. Я люблю Doom. Я тоже люблю Doom у нас Doom. сегодня тоже будет, да? Да. Так, здесь у нас тоже какие-то демо Это покажки. менеджерские компьютеры, на которых можно так это вот ребята на них и работают. Ребята прям на них и работают. Это системники. И можно в реальном времени посмотреть, чем отличается кастомизированная сборка от обычной условно сборки. Грубо говоря, это ОЕМ вода. Да, так Да, скажем. это ОЕМ, заводская это вода, вода которую вы замкнутая. можете просто купить. Да. А это вода красивая, покрашенная видеокарта, кастомные провода в оплеточке. Ну и здесь он Bioshock Infinite. Здесь вообще каждый выбирал из нас какие-то свои игры, свои плакаты, свои постеры, чтобы всем было комфортно играть. Это и работа работать. мечты. Давайте дальше посмотрим, настолько ли здесь... Это от меня уже подарочки, тут лежат презентики. Басик теперь будет жить. И вот тоже Юрий говорит, динамики нужны в Skyline. У Юры Skyline 34. Да. Это наш фирменный басик, который теперь будет жить тоже в ManMade. Привет. О, смотрите, ему сразу спутницу нашли. А что за Лига Легенд? Я не играл. Это как Dota, только League Legend. А. Очень похоже. Я понял. Я такие игры стараюсь от них подальше держаться. У меня в Доте, знаете, сколько наиграно? Сколько? 14 минут. Кажется, я стал умнее. А я в Доту играл только в третьем Варкрафте. Тут у нас по-домашнему. Есть камин. Только он не потрескивает, Юрий. Он потрескивает. Слушай, правда потрескивает. На микрофон это вряд ли будет слышно, ну да. А на самом деле это Не наша получилось затроллить. и переговорка одновременно, и иногда времяпрепровождение нашей команды. Потому что у нас достаточно, как ты правильно заметил, по-семейному здесь. И здесь комфортно всем, в том числе есть люди, которые приезжают сюда в выходные по своим каким-то делам, или если нужно чуть поработать, то бывает, что мы здесь задерживаемся. Иногда Guitar и Hero, вечерами. да, Да, сражаетесь? Guitar Hero, плакат, точнее постеры Киберпанка, который мы все дружно ждем, и, надеюсь, дождемся, и будет игра крутая. И гордость нашего офиса — это лестница и лифт. Да, посмотрите, тут сейчас будет страшно, готовьтесь. Оп. Что за кресло используете? Я пока никакие кресла не использую. У меня кресло бюрократ использую, по-моему, оно так называется. У нас, у ребят стоят кулермастеры. Кулермастеры кресла начали делать, но еще не вышли с ними на рынок официально. Часть стоит DX Racer. Неплохие кресла. Я любитель тоже поспорить, что лучше PlayStation и ПК, но это такой бесполезный спор. Она стоит как
как жесткий диск на ПК. Да, или как половинка видеокарты хорошей. Да, или как половина видеокарт. Очень классная вещь, непонятное что-то. И вот Юра сказал сразу, не показывай это, да? Я не Да, буду показывать это. Короче, вот что это, вы скоро узнаете, вот Инстаграм Да, написан. у нас Man там в Made. Инстаграме все Он и в будет. описании будет. Ребята, я вам сейчас покажу, расскажу комп, они действительно крутой комп собрали и на очень хороших условиях. Это не халява, да, так сразу Нет, скажем. это не халява, да. Но действительно очень классные условия и очень круто железо подобрали именно так, как я хотел, и именно так оформили, как я хотел. Что это у вас все-таки за коробочки? Расскажи, я второй раз уже вижу. Поздравления с Новым годом. Сейчас все будет. Дорогие друзья, здравствуйте. Да ладно. От лица команды ManMade хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть в новом десятилетии все ваши проекты будут успешными. Я не знаю, что сказать. Ну, у меня первый вопрос, как у любого мужчины. Если порнуху запустить, можно смотреть порнуху по шампанскому, что ли? Конечно, в шампанском. Юрик, только один вопрос. Короче, расскажу вам историю про человека, который решил сэкономить и заказал музыку в каком-то сетевом супермаркете электроники. Его кулинар купить. Почему? Вы когда-нибудь смотрели Басика по шампанскому, ребята? Ну что, готовы спуститься вниз? И снимать, кстати, идти опасно немножко. Здесь ребята, собственно, собирают и занимаются фотографированием, да, там чуть дальше. Можно снимать? Тут никакой секретной информации нет. Я его где-то видел. Здесь ребята фотографируют свои изделия на сайт. Вот он. А вот тут самая теплая атмосфера. Примерно вот в такой обстановке вырос. Папа у меня занимался радиотехникой, и у меня всегда какие-то... Ну, для понимания, дети сейчас играют в игрушки, а я тогда диоды, транзисторы, резисторы спаивал между собой. И так у меня появлялись человечки. Вот примерно в такой же обстановке. Вот, кстати, тоже компьютер, хороший корпус, черно-белый. Это что за корпус, Юрий? Это корпус Corsair 760T. Это мы доводим до ума сборку клиента. Вы обслуживанием Да, занимаетесь, мы и не обслуживаем ваших? и не наших компьютеров, да. Здесь человек принес компьютер свой, мало того, что довели до ума охлаждения, оно было неправильно установлено, погнуто, хотя очень хорошая воздушка, но кто. Короче, самые тихие и хорошие кулера, как мне говорили, я тоже их Да. покупал раньше, когда Но воздух очень был. стрёмный, откровенно говоря, дизайн у них. Я только хотел сказать, самый дерьмовый цвет, который можно придумать, ну, в прямом и переносном смысле, он коричневый. Они всегда почему-то вот любят такой И цвет. здесь апгрейд видеокарты с 980, очень известной в мемах фирмы, на RTX Strix 2080. Красивый корпус, мне нравится. Но мой еще красивее Вот и здесь функциональный. тоже Сейчас мы к нему тоже К подойдем. вопросу, кстати, Noctua. У Asus есть вода новая, вот это их водяное охлаждение. И вот здесь на воде стоит черный Noctua. Самые тихие, и Asus каким-то образом умудрился сделать их черными. Да, и они радиаторе сверху. да, они в комплекте идут с водянкой Asus. И они очень тихие. Ну, ты сам видишь, она стоит на тестах сейчас. И он тихий для воздушного компьютера. То есть он Да, сейчас в он нагрузке? сейчас в нагрузке. И нагрузка сейчас 100% на процессор 67 градусов. А это завод, все. Да, это завод, это заводской корпус Asus, который называется Helios ROG Strix. Блок питания Asus. Здесь, собственно, монобренд Asus. Материнка ROG Maximus 11 Hero. Вот, собственно, вода. С этого года она продается, и здесь написано, что Industrial Noctua. Понимаете, ребята, у них самые последние игрушки. Да. Давайте еще тут посмотрим, полазим. Тут прям вот каждый квадратный сантиметр что-нибудь интересное. Посмотрите, Stormtrooper в лоурайдере каком-то. Да, это Джокера машина. Да, это машина Джокера Ну, это из коллекции. петушины Да. варианты, видишь? Это машина Давидыч. Опять Stormtrooper. Любит Юрик «Звездные войны» прям. Я посмотрел «Мандалорец» с очень большим удовольствием, хоть он немножко детский, но он очень кайфовый. У тебя здесь нигде нет, кстати. Я сразу после его просмотра, знаешь, что начал искать? Я думаю, все начали Маленького искать. Йоду? Маленького Йоду все начали искать. Это такой ажиотаж. И Лукас, они объявили, что его не будет что-то до июня или до июля, не будет мерча официального. Но я думаю, если бы он был, он бы уже здесь где-то стоял. Да, бы, я думаю, что да. Расскажи, что здесь. Здесь у нас наш рабочий компьютер. Да, он вот выглядит вот так. Здесь тоже Asus, тоже Rampage, ну, старого поколения. Но для рабочих задач и серверных его хватает более чем. Собран он на куске дерева.
Почему на куски дерева? Потому что можем. Потому что остался кусок дерева. Да, Я типа- думаю, от вот этой стены, нет? Или от стеллажей. Это тоже мы собирали все сами, Или от стеллажей. поэтому может быть и так. На самом деле. Но он на воде процессор, работает 24/7, это вопрос о том, что она течет, она выкипает, и вот это вот все. Он работает на воде с конца апреля. К воде у меня только одна претензия, в частности, к вот этой жидкости Аврора. Ее надо иногда переворачивать, там какие-то вот эти частички металлика, где-то они оседают, да? Да, горячее стало. Просто очень много говорили о том, что завьются радиаторы, забьются водоблоки. Я думаю, если ее разобрать сейчас, наверное, там будет что-то забито. На практике вода осталась на том же показателе, она начала сильнее греться, я взял фен, не который нюхают, у жены волосы сушить которым, я сам не пользуюсь, теперь пользуюсь. То есть раз там в 3 месяца я просто фен подношу к радиатору, вот боковому, продуваю, оттуда вылетает пыль, и у меня температура, ну, абсолютно та же самая, что была, сколько, 2 года почти прошло, вы ко мне в апреле приезжали. Вот 2 года прошло, то есть, ну, мифы это все про воду, возможно, ну, если криво как-то собрать, будет, наверное, хреново. Возможно, жидкость, которую для красоты туда наливают, вот эта Аврора, тоже про нее начали диванные эксперты читать. Почему начали ее троллить? Мне, в частности, писали в комментариях, что типа у тебя компьютер теперь будет греться, все, взорвется нахрен все. А эти диванные эксперты почитали, что она предназначена для стендовых демо-образцов. И действительно, наверное, это так. Она потом, этот металлик пропадает, она превращается в обычную мутную воду. Да. Компьютер просто переворачиваешь. Ну, и раз в 3 месяца я это делаю, если блатануть там хочется, не знаю, на видео снять или друзья там показать. Типа, а что у тебя на видео так было? Перевернул его просто вверх ногами, включил помпу, перевернул обратно, все, она там 2-3 месяца будет вот так вот красиво выделываться металликом. С температурой тоже все в порядке. Вот такие корпуса у нас еще есть. Тёма очень любит их. Вот у Артема на таком же собран? Артем он на таком же собран, когда мы приезжали, да, первый раз. Мы с Артемом очень активно общались, и мы поддерживаем, кстати, общение до сих пор. Знаешь, что мне Зарубу предлагает? Да, знаю. AMD против Intel. Да, он Я вот чем только еще не занимался, это AMD против Intel не сравнивал. Я вообще не представляю, как это делать даже. Но мы тебя научим. Да, а что учить? Я сейчас введу в юзер бенчмарк и посмотрю цифры. По-моему, это так делается. Или как это еще сделать? Ну и так тоже. Или запустить Ведьмака на одинаковых экранах и посмотреть, сколько можно там. запустить какой-нибудь Red Dead Redemption, и мне кажется, что Intel будет побыстрее все-таки. Faster. Fantastic! Ну, они вон Intel как прогнули. Сейчас сколько бы этот прот стоил, если бы они цену 2 раза дороже. 120 где-то бы стоил. Да. Когда все работает, лучше ничего не трогать. Потом начнется, вот этот вот репак не идет, игра, вот эти вот драйвера переставьте, у вас вот здесь какой-нибудь NVIDIA Physics не работает, извините. Тут что-то мощное будет собираться, какие-то две Здесь будет колбы какие-то громадные. очень мощный компьютер, но фишка этого компании в мощности. Он будет и так самый мощный, потому что там будет стоять интеловский Extreme, 128 гигов оперативки, 2 28 Ti, этим никого не удивишь. Он будет с очень диким визуалом. Могу намекнуть, визуал будет делать фильм. Да ладно. И там будет все очень круто и здорово, и очень дорого. Ну прям дорого. Он будет стоять в компьютерном клубе, в который мы с Сашей обязательно съездим сегодня. Это вот прям мечта любого мальчишки из моего детства, Сашиного детства, всех, наверное, детств мира. Очень круто, потому что его открывали люди, ну, влюбленные в это дело, а мы им собирали компы и помогали чуть-чуть с расстановкой, кабель-менеджментом. Едем сегодня в компьютерный клуб, еще съездим. Это странное решение, на самом деле это красиво, и, наверное, для вот клубов или стендов, да. Но я дома, это что ж за пылесборник, а? Особенно в Ростове. Вы-то не знаете, что такое пыль. Вы в Москве понятия не имеете, что такое пыль. Почему не Hyper? Этот вопрос, и начинают сразу троллить, там, сломался Hyper PC, с ним все отлично, офигенный компьютер. Нет претензий ни к компании, ни к компьютеру. Возник вопрос апгрейда. Даже не столько апгрейда, я бы даже это немножко даунгрейдом назвал. Я в один момент понял, что вторая видюха, я ее практически не использую. В игры я сейчас играю мало, а в которые играю, ну, сейчас почти никто сли почему-то не поддерживает. Я не знаю почему. Вот так вот они обошлись с владельцами 2 видеокарт. Я захотел апгрейд SSD M2, я захотел больше скорости. Я захотел уйти от 4 дисков, от 2 SSD M2 и 2 твердотельников, 2 обычных винчестеров.
А их кто-нибудь так еще называет вообще? Только, мне кажется, алды называют их винчестерами. Не до сих поймут пор. люди, да? Да, мне кажется, поймут. Те, кому надо, те поймут. И самое, что мне не нравилось, и это действительно вот в рамках перфекционизма, мне не нравилась температура на процессоре. У 7900X есть такая особенность, у него между кристаллом и крышкой не металл, а термопаста. Из-за этого, ну, это просто визуально не прикольно. На воде температура гораздо ниже, чем на самом процессоре. Я просто хотел сделать скальпирование. Ну и, собственно, профилактику, чистку сделать. Хайпер долго отвечали, я должен честно сказать. Это, наверное, единственная причина. Я начал звонить всем, кого знаю из хайперов, и их бывшим сотрудникам в том числе. Ребята не захотели, ну, как бы, апгрейдить компьютер чужой, у них это вот в рамках, ну, согласись, даже если откинуть там бизнес, политику, это, ну, в рамках немножко искусства, и если логотип стоит компании, которая собирала комп, ну, не очень красиво туда лезть. Они предложили собрать новый. Собственно, вот и история, как получился вот этот компьютер. Вот и, собственно, ребята собрали мне здесь новый компьютер на неадекватно большом количестве оперативной памяти. Если кто меня знает, да, я всегда затоплю за малый размер. Я считаю, что вот лично мне больше 16 не надо с моими программами. Я не видел, когда больше надо. Те, кто пользуются премьерами, ну и прочими программами, жрущими память, им надо 32. Зачем 64, я не знаю. И это вот единственный жир ненужный, как по мне, но красивый, безумно. Ну, обо всем остальном, в принципе, я вас подвел, да, в моих потребностях. Юра сейчас расскажет, как наверное, они их реализовали. С визуальной составляющей. Я помню, когда мы тебе привезли компьютер в корпусе Cooler Master C700P, ты был практически в восторге. Ты не очень эмоционален, но ты был рад компьютеру. Да, он массивный, корпус красивый. Он дорого выглядит. Стекло, да. Металл. И при этом подсветка здесь не лишняя. Да. Это C700P Black Edition. Кроме цвета панелей, рогов, покрашенных в черный матовый цвет, вся внутрянка, внутренняя панель, порты ввода-вывода чуть-чуть другие. Это рестайлинг одного и того же шасси, но оставшееся в корпусе C700P во внешке. Да, также снимается крышка, Да, и также у нас разъемы вверх. Это круто. Чуть-чуть переделано охлаждение, именно воздушный поток. Горячий воздух всегда выбрасывается наверх. И у нас теперь выброс воздуха не вперед, как на предыдущем корпусе был. Да, Здесь производится забор и вывод наверх. Сверху. Ну и снизу также производится забор. Если мы говорим про внутрянку, помимо апгрейда процессора, Саша хотел изначально 9920X, но на тот момент вышли, уже анонсировались 10. Нет, изначально я хотел сделать скальп, но когда... То есть, ну, меня 7900X полностью устраивает. Ну, не нравилась просто вот эта температура. Ограничен в оверклокинге был. Я его не мог разогнать больше 4200, я работал на 4 ГГц. Когда начали собирать новый, да, я говорил 9920X. Да. Я его выбрал, потому что там отличное соотношение количества ядер к тактовой частоте. Сейчас очень много, особенно Apple, да, спекулирует этим. Да. Любят ядер понаписать. Вот у нас 18 ядер, это 500 тысяч стоит. Хотите 32 ядра, это будет еще миллион. Вот, пожалуйста, сейчас накупите этих ядер блядских. 9920X я выбрал, но Юра предложил вариант посовременнее. Да, посовременнее, более новый. А покажем давай коробочку сразу. Да, 10920X. Это боксовая версия этого процессора. Видите, жирок какой, не УЕМ, ребята. Бокс чем будет отличаться? Бокс гарантия больше. Тот же 2066 у нас остался, и материнка, собственно, под материнка, да, под нее Asus Rampage 6 Extreme Omega. Это на самом деле сейчас флагманское решение и у Asus, и вообще на рынке. Классное охлаждение и линии питания, и оперативной памяти здесь же. Все прям очень здорово. Давай скажем вот две вещи для людей, которые не разбираются, и для людей, которые разбираются. Для тех, кто не разбирается, она очень красивая. Да. У нее очень много всяких настроек, подсветки и всего остального. И плюс к этому у нее есть в реальном времени показывающий здесь мониторчик, температуру именно процессора, не воды, не материнки. Да, да, здесь вообще и он настраивается. Да, все что угодно. Он может и гифки показывать, и надписи. Это круто. И все, он настраивается с винды, да, не сбился? Он настраивается с винды из приложения.
приложение, точно так же, как вся эта подсветка синхронизируется из приложения Asus Aura, либо вот новое Armoury Crate. Это приложение, которое и обновляет, и делает вообще все с инфраструктурой Asus само. Кто не разбирается в железе, да, люди, когда компьютер выбирают, у которых деньги есть, да, они говорят, дайте мне самое крутое. Это самая крутая материнка? Да, это самая крутая под конкретно этот сокет, материнская плата. Здесь на самом деле можно от упаковки плясать. Там изначально лежит материнка, и мы вот смотрим на упаковку, как она сделана. Из нее приятно доставать что-то. Ну, то есть, допустим, я Саше показывал вопрос установки M2 дисков, но это очень здорово. Да, это у нас что-то вроде переходника с M2 на PCI-Express для диска SSD M2 плюс радиатор. Этой материнки сколько можно поставить SSD? Можно 3 M2 полноценных без резкой скорости. Ну, она дороже объективно стоит, чем более дешевые решения на этой базе. Ну и по оверклокингу, я думаю, да, там возможно. Мало того, что у нее огромный запас по разгону именно по цепям питания, у нее хорошая звуковая карта, насколько это возможно, встроенная. Хорошие RAID-контроллеры встроенные. То есть, если мы отвлекаемся от экстремального разгона, которым Саша, я думаю, заниматься не будет, очень крутая материнка, самая крутая на рынке. Оперативка. Вот здесь самый большой скепсис у меня всегда к ОЗУ был. Ни на что она особо не влияет при играх, при рендере. Я, по крайней мере, в своих тестах этого не видел. В бенчмарках очень влияет. Вот прямо берете, разгоняете, и там в бенчмарках ты красавчик, у тебя там какой-то процентиль, ты в мире там почти самый быстрый. А в игре у тебя ни хрена не прибавляется, и в рендере тоже. И количество, опять же, вот я троллил всегда. Но согласитесь, как это безумно круто выглядит. Почему HyperX и что это за HyperX и какая у него частота? Это HyperX Fury RGB, это новая память, вышедшая в прошлом году на рынок. Частота 3466, красивая подсветка, действительно красивая. И самое главное, именно на чипах Unix, это значит, что это и стабильно, и быстро, и при желании можно еще разогнать. В районе 3600 он может взять совершенно спокойно. Мне конкретно столько не надо, это вот единственный жир, про который я вам говорил. Он действительно, мне не нужен такой объем, мне не нужна такая частота. Наверное, я не знаю, вот сейчас Ну посмотрим. вот, да, может, Vegas вот именно эту память ждал. Vegas очень странная программа. Многие считают его худшим, наверное, редактором, но я вот почему-то... Вот. Когда вы больше 1000 видео замонтировали на одном и том же редакторе, по-моему, уже невозможно на другой переучиться, просто лень. Что касается дисковой подсистемы, мы установили 970 EVO+, самсунговский, на 2 терабайта. Это основной диск C на 2 терабайта, как ты и просил. Прекрасный SSD, очень быстрый, наверное, самый быстрый на рынке сейчас из продаваемых на территории России, и не такой дорогой. Ты опять же просил уйти от 2 жестких дисков в пользу одного, но быстрого. И побыстрее, да, потому что там стоит маловато. 12-терабайтный VD Gold. Я предупреждал Сашу о том, что диск достаточно шумный, и он вибрирует. За счет скорости блинов, количества блинов, ну, он как бы не напрягает, работает, быстрый, мы проверили, действительно он быстрее, чем аналоги. Он, наверное, все-таки сравним с самыми простыми SSD-шками. Выбирал диски я просто. Я залез и посмотрел, какие самые быстрые диски. Самый быстрый диск это VD Gold. Ну просто вот на юзер бенчмарке там на первом месте VD Gold. С SSD M2 Samsung то же самое, но просто по заявкам я посмотрел. Я, если честно, юзер бенчмарк не смотрел, но по заявкам сейчас на рынке он самый быстрый, и тесты это тоже подтверждают. Посмотрел я по нему тесты, у него безумная скорость, 3500, по-моему, на 3300. Да. Ну и плюс это объем, 2 терабайта. Очень многие быстрые диски не имеют объема такого. И на самом деле, если вы не занимаетесь видеомонтажом, если вы не храните большое количество данных, вам достаточно одного такого диска на 1 терабайт, это будет самый быстрый диск на рынке. Вам этого 1 терабайта хватит с головой под несколько игр в винду и что-нибудь еще. И заплатите вы за него меньше, задумайтесь сейчас, меньше, чем за сраный, старый, 2015 года SSD обычный твердотельник в MacBook Pro. Вот это для меня вот в голове не укладывается. Смотрите, вот эта вещь только на 1 терабайт, самая быстрая на рынке, она будет стоить 16-18 тысяч. Да, где-то так. Столько же вам надо доплатить до MacBook Pro с 256 гигабайтами вместо 128. То есть представляете, насколько вот хитрые ублюдки. Тим Кук все-таки гений, да, бизнеса. Продать 128 самых медленных на рынке гигабайт по цене 1 терабайта самых быстрых, это реальное искусство. Говорят, пидор. Тот еще пидор. Давай к самому мощному и дорогому, да, в этом компьютере? Да. Это видеокарта ROG Asus Strix 2080 Ti OC White. Это лимитированная версия того самого Strix, ну, эталонной карты у Asus. Но разогнанная, это максимально разогнанная карта да, на я рынке. посмотрел по тестам, она самая быстрая тут. И она Саше досталась самому первому в стране
Да ладно? Она приехала, Я да. этого не знал даже. Она приехала до Нового года к нам. Но из-за того, что были праздники, были перерывы у поставщиков и прочее, она приехала первая и лежала, ждала хозяина. Она белая. Прикол в том, что она не просто белая, она быстрее 2080 Да. Ti. Она самая быстрая у Asus. Одна вместо двух. Скажете, проще смотрится, да, предыдущие две смотрелись круче. Соглашусь, жира больше, ну блин, вот нахрена этот второй кипятильник? У кого бюджет позволяет, кому-то там 10-15 FPS важно, или в рендере, например, если кто-то умеет использовать сразу две карты. И, собственно, подходим к ее охлаждению. Охлаждение заменено, да, водоблок поставлен. Установлен водоблок фирмы Байски. Почему выбор пал в его сторону? Потому что мы хотели сохранить бэкплейт. Заводской Asus, он красивый, белый, с подсветкой, не мешает функционалу. Температуры плюс-минус как на других водоблоках. Ну, я просто предвосхищаю вопросы к Саше в Инстаграме и на Ютубе. Хороший водоблок. Хорошо охлаждает цепи питания, охлаждает ВРМ-ки, охлаждает память на видеокарте, все хорошо. Ни хрена ты вопросы предугадываешь, я их не могу даже задать. Да, но они будут. Водоблок на процессоре, например, он выбран не Байски, не Barrow, а EKVB. Самый лучший из них. Я бы сказал черно-белый, но он немножко серый все-таки. Да, он скорее полированный металл, черно-белое решение. Юра говорит, как стилизовать, я говорю, сделай максимум черных и белых деталей. Тут совершенно никаких других деталей я не вижу. Ну, наверное, серого где-то немножко, но это не угадывается. Черно-белый такой компьютер и водянка, вот, собственно, мы к ней подошли. Акриловые трубки прозрачные, с белой жидкостью. Жидкость тоже EK, матовая белая. А черные трубки — это не крашеные трубки, не какие-то там стальные трубки, медные. Это немецкие карбоновые трубки для водяного охлаждения, альфа-куловские. Натуральный карбон, они действительно прочные, выдерживают высокие температуры, но это красиво. И при этом для наших клиентов, в том числе для Саши, использование того же карбона не влечет увеличения цены. Снизу под декоративной панелью, от которой тоже можно было отказаться, а Юра предлагал. Я попросил оставить. Если ее убрать, будет видно блок питания на 850 ватт. Не хватило, да, на этот раз денег, было киловатт 200, теперь 800 ватт, скажете вы. Нет, приняли такое решение, действительно, зачем жировать, зачем ставить более мощный блок питания, если 2080 Ti, посмотрите, плюс вот этот процессор, который там стоит в нагрузках, больше там 500-600 ватт жрать не будут. Да, но здесь все равно голдовая сертификация, то есть блок питания и надежный, да, и КПД тихий, у него очень КПД высокое. Давайте подытожим, давайте по брендам, как у меня поменялся компьютер. Собирался в разных компаниях, два моих компьютера, предыдущий и этот. Материнка. Была Asus, стала Asus. Видеокарта была Asus, стала Asus. АЗУ HyperX. БП Cooler Master. Корпус Cooler Master. У нас по факту поменялись Seagate на Western Digital жесткий диск. И SSD-шка. По компьютеру предварительно, наверное, все. Мы сейчас поедем, Да. покажем клуб, который вы оформляли, да? Да, но мы помогали с компьютерами, мы им собирали их. Оформляли ребята сами, мы им допомогали. Красивый клуб. Да, очень Юра говорит, красивый очень клуб. красивый клуб, хочет мне показать, мне действительно интересно. По этому компьютеру, обзор сняли, мои впечатления вы увидите чуть позже, когда я его дома установлю. Я установлю в него звуковую карту, наверное, свою, наверное. Юра говорит, попробуй, здесь встроенная, в этом Asus стоит на материнке, просто шикарная. У меня вопрос с наушниками, они у меня 300 Ом студийные, если она их потянет, если будет мощности достаточно, может, тогда я от звуковухи откажусь. Мне вот Asus, звуковуха, опять же Asus. Скажут, позвали запиарить Asus. Так, Юрик, поочутились в компьютерном клубе .exe, который, вы не оформляли, но вы делали компьютеры, да, сюда? Да. Мы сейчас посмотрим реальную работу ManMade. Прикинь, мы заходим, а там синий экран на всех компьютерах, и они дымятся, и жидкость вытекла. Это тебе не снится такое по ночам? Это страшный сон, мне кажется, сборщиков. Да ладно, вот так компьютерный клуб. Здравствуйте. Егор, владелец клуба. Егор нам сейчас короткую экскурсию проведет. Да, мы тут хотели сделать такую приятную лаунж-зону, чтобы можно было людям, которые не играют в компьютеры непосредственно, прийти посидеть с девушками, с супругами, насладиться. Тут у нас, как видите, контейнер. Мы сделали грузовой контейнер, 25-футово разрезали. Тут у нас граффити, художник очень крутой рисовал, не буду скрывать имя, но он, можно сказать, русский Бэнкси. Есть такие холсты ручной работы. То есть мы придерживались примерно одного стиля, хотели сделать что-то типа азиатского киберпанка, и поэтому, не совсем игрушечного. И поэтому такие вот штучки придумали. Тут все раскрашено. То
все, вот один художник тот же самый делает. Ну, тут и стол такой сделали специально, один круглый и низкий, чтобы можно было в настольные игры играть. Ребята, это компьютерный клуб, для понимания. Это же компьютерный клуб вы позиционируете, не кальянная. Киберлаунж. Киберлаунж. Тут у нас 27 компьютеров стоит во всех этих зонах. Да, вы извините, что будет немножко темно. Ну, в этом же и суть лаунжа здесь, чтобы уютнее, темнее. Street Fighter, это ты что? Тут у нас такая аркадная зона. Это кикер профессиональный, на чемпионате мира проводится. Ну, кто разбирается, он поймет, это очень крутая штука. Тоже дешевое удовольствие. Тут поставили недавно аркадный аппарат. Тоже с нашим брендированием. Тут более 3000 игр. Ну, начиная с самых там Nega, Sega, PlayStation 1, еще куча чего угодно. И монетки не надо, что ли? Нет, полностью бесплатно. Блин. Это какая-то адская ностальгия. Тут очень крутые штучки. Стримерская зона. Стримерская зона? Да, вот у нас прекрасная девушка нарисована также. Очень симпатичная. Однозначно стримерская. Вот у нас машинка ребята собрали. Сегодня только микрофон приехал. Видите, специально два монитора, один для чата, другой для того, чтобы играть, чтобы удобно было. Последняя комната, это будка. Тут на стене у нас немножко хендайчика налепили. Вот такого, все в рамках приличия. Вот завтра к нам придет команда, по-моему, из РГГУ. Там у них целая сборка по дисциплинам разным. Вот они хотят тут тренироваться. Тут чуть помощнее компьютеры стоят. Больше, конечно, мониторы отличаются. Тут у нас 27 диагональ. Вот, и они могут тут чилить, сидеть, их никто не трогает, комната закрывается. Ну вот в пятером ребята тут сидят. Круто. Все компьютеры ManMate у вас? Все компьютеры ManMate, да. И у меня теперь тоже компьютер ManMate. Я сейчас еще круче себя ощущаю. Вот когда вижу заведение, где на таком уровне представлены ваши сборки. Егора, это что? Это наша специальная держалка, можно сказать, эксклюзивное решение. То есть полностью сами производили, чтобы... У нас суть в чем, чтобы любой человек, который сюда приходит, любит он кальяны, я не знаю, любит настольные игры, везде было комфортно максимально. Ты знаешь, что мне сейчас вспомнилось, я честно скажу? Что? Мультик Валли. Мультик Валли. Да? Ты смотрел его? Да. Вот когда тут осталось гамбургер поставить, а тут воду. И смотри, вот сюда курить, сюда есть, а сюда пить. И можно вообще, в принципе, так жить. То, что можно сидеть максимально комфортно, курить и играть, и тебе это не мешает. Потому что у наших, так сказать, конкурентов таких штук нету, и никто не курит кальян за компьютером. По-светлому, как это выглядит. По-светлому не так уютно, но еще круче. Смотрите, какая страшная там. Это в темноте было не так страшно. И тут у нас такая чиллаут-зона, да, можно отдохнуть от компьютеров. Но тут у нас будет PlayStation. Ну и, собственно, чего мы сюда приехали? Посмотрели, как многие спрашивают, чем занимаются сборщики. Оформляют не только компьютеры для частных лиц, для частных покупателей, но также вот обслуживают такие места, различные мероприятия, выставки, чемпионаты, соревнования. Очень развита сейчас тематика, это и компьютеры. Люди должны оформлять профессионалы, не только компьютеры, но и вообще места, рабочие места, игровые. Вот, собственно, чем ManMate и занимается, рекламу вам делаю без палева, пока вы тут общаетесь. Я, пожалуй, вообще у вас тут останусь работать. Мы поели, съездили в компьютерный клуб, вернулись в ManMate. В принципе, можем подводить итоги уже. Не могло идеальнее все пройти, вот мне очень понравилось. И отношения ребят, и их тут обстановка действительно, ну реально по-семейному. Я не знаю, может у вас все по-другому, я сейчас уеду, у вас тут начнется, а ты не убрал за собой, а ты зарплату не получишь. Но выглядит все как будто реально, друзья. Юрий, спасибо огромное и за гостеприимство, и за в очередной раз помог мне очень сильно с компьютером. Смело могу ManMate рекомендовать и как профессионалов своего дела. И вот даже, видите, в клуб съездили, убедились, что и в масштабах предприятия людям можно доверить, ну, крупный проект, и это действительно круто. Компьютер посмотрим, опять же, как поживет, как поработает. В любом случае буду держать вас в курсе. Пишите ваши комментарии, ваши вопросы, если что-то осталось непонятным мне. Обязательно Юрика спрашивайте по поводу этого компа, по поводу других компов. Подпишитесь на них, короче. Вы знаете, что вам делать. На меня тоже подпишитесь, если вы еще не подписаны. И все, всем покажите громко. Бать, я исполнил. Пиздец, это вот эти вот вафли. Я в
куда здесь ехать, вообще не пойму. Куда-то не туда повернул, все сплошная, надо выезжать с этой автобусной рублей на 50 уже тут просто по ней наездил по этим вафлям. Дагестанские москвичи, дагестанские ингуши, дагестанские кабардинцы, дагестанские дагестанцы, дагестанские все. Впереди камера на 60. Да ты заебала уже. Через 800 метров. Держитесь левее. Кто что делает, пацаны? Внимание, камера 400 метров. Ах ты Ограничение тварь. 50. Внимание, 50, камера, блядь. ограничение 50. Уже тормозите, да Внимание, пост, пост, ебать, ограничение шоу. 90. Не охуели. Как будто бы, слышишь? Как будто бы прям в жопу Гуччи Мэна заглядываешь.